Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку, и добро пожаловать на новый ролик. И сегодня это ролик, на котором мы обсуждаем новый альбом Кэти Перри под названием 143, или же в переводе, что это значит, цифра 143, это обозначает I love you. Да, я чуть не забыл очень важное объявление, которое, к сожалению, будет именно в этом ролике, потому что это первый ролик, который у меня выходит в сентябре, но очень важное для меня объявление, очень волнительное. Это случилось еще 1 сентября. Я запустил свой сайт. На котором я пишу рецензии, помимо моих видеорецензий, куда также будут выходить именно ролики, куда я загружаю тоже ролики. Этот сайт, ссылка будет в описании, называется Showbiz by PS, то есть я объединил название своего телеграм-канала, название своего YouTube-канала, сложил вместе, то есть это прям музыкальное издание с рецензиями, где я пишу намного больше рецензий, потому что я, естественно, не на все снимаю видосы, где вы можете их почитать, при этом этот сайт полностью на английском языке, и уже очень много людей заходит из кучи разных стран, более 40 стран читают мой сайт, это очень приятно, заходят люди с разных уголков мира, с разных сайтов, потому что очень хочется как-то, знаете, развиваться чуть дальше, чтобы меня, например, читали не только люди, которые понимают русский язык, и это очень здорово, очень волнительно, мне безумно нравится, также, чтобы развивать как-то немножко сайт и чуть больше давать на него контента, мои подписчики с телеграм-канала Showbiz, я им тоже предлагаю и пишу специальные посты, где я предлагаю темы, могут тоже со мной связаться и предложить свои рецензии, которые мы заранее обговариваем. Поэтому да, приглашаю всех посещать мой сайт, там будет выходить тоже намного больше рецензий, потому что там помимо музыки также рецензии на кино и сериалы. Потому что, например, если вы не знали, в этом году я ездил на Каннский кинофестиваль в качестве гостя, посмотрел много интересных фильмов и в целом стараюсь ходить на самые важные премьеры прям сразу, и тоже про это пишу оценки, натягиваю себя еще и в плане кино и сериалов, поэтому заходите, там много контента, я очень стараюсь, надеюсь, вам понравится. Я сразу начну с того, что хочется вынести за рамки, как самое важное предисловие, потому что данный релиз вышел с огромным количеством «но» и большим количеством вопросов, и в другой ситуации, честно признаюсь, я бы просто оставил такой релиз без внимания, потому что по факту он его просто-напросто не заслуживает, но тут у меня, знаете, довольно спортивный интерес случился, и я позже по ревью объясню почему, и почему вообще эта рецензия существует. Но сразу, не выходя куда-то далеко, хочется сказать самое главное, что я призываю абсолютно всех, если вы попали на этот ролик случайно или специально, не слушать данный альбом или слушать его там, где вы точно будете знать, что с данной пластинки Кэти Перри все, кто приложили руку к ее созданию, получат наименьший какой-то выхлоп в плане денежного, то есть в плане роялти. То есть, например, я могу посоветовать послушать данный альбом на YouTube, где она выложила на свой канал Lyric Videos. Это принесет наименьшее количество денег в будущем ей за это прослушивание. Либо же вы сами прекрасно знаете, где можно послушать альбом так, чтобы с него никто не заработал. Ну и в целом все вы, я думаю, люди взрослые, сами поймете, решите, что к чему, и хотите ли вы прикладывать к этому свою руку, и вообще понимаете, что, конечно же, каждое ваше действие тоже в какой-то маленькой степени, но несет свои последствия, кого вы поддерживаете, и кому капает от ваших прослушек денежка. И главный второй пункт, который хочется сказать, я абсолютно не поддерживаю данный релиз, я не поддерживаю Кэти Перри, и уж тем более я не поддерживаю исполнительного продюсера данного альбома. Да, речь идет о докторе Люке. Если вдруг кто-то совсем не в курсе, что происходило, это известный очень в нулевых и десятых продюсер, который сделал огромное количество довольно популярных поп-песен и который активно в свое время работал с Кэти Перри и сделал ей почти весь альбом Teenage Dream, который вы, конечно же, хорошо знаете, одна из поп-классик своего времени. Также это продюсер, который домогался и насиловал певицу Кеша, скорее всего, и других своих подопечных. В середине десятых Кеша подала на него огромный иск по всему этому в попытке наконец-то вылезти из-под контракта с его лейблом, на котором у него были разные артисты, достаточно артистов, включая, например, Дожу Кэт, которая до сих пор не может вылезти из этого контракта, которая тоже подписала его еще в начале десятых. И из Кеши это было ужасное судебное дело, очень некрасивое судебное разбирательство, которое, по сути, разорило ее полностью, которое тянулось огромное количество лет, и она его в итоге проиграла просто потому, что
истек срок действия преступления, и, собственно, суд, по сути, аннулировал все ее доводы, все то, что она рассказывала, но если у вас есть хоть какая-то логика и вы хоть что-то понимаете, то все прекрасно знают, что она не врала, ей нет смысла было в этом врать, и многие другие артисты, которые работали с доктором Люком, например, Келли Кларксон, подтверждали, что он действительно очень абьюзивный, очень странный человек, который способен на многое. И да, пока длился суд, с ним особо никто не работал, но вот проходит пару лет, и он возвращается к работе над релизами крупных артистов. И я считаю, что это абсолютно личный позор Кэти Перри, огромнейший позор на ее репутации, от которой она уже никогда не сможет отмыться. Те, кто ее защищают в этом ее выборе, находят какие-то оправдания, врут. Я наблюдал просто огромное количество грязи, какого-то потока говна от тех фанатов, которые настолько униженные по жизни, что они выбрали врать, изворачиваться и находить какие-то оправдания тому, что Кэти Перри абсолютно по своей воле работает с насильником, поддерживает его, дает ему кредиты на всех песнях, он заработает с этого огромное количество денег. И я считаю, что с такими людьми, которые это делали, которые поливали чем только возможно Кешу, желали ей чуть ли там не смерти, и вообще всем тем, кто говорит факты о том, что Кэти Перри сама, у нее нет никаких контрактов с доктором Люком, у нее нет никаких обязательств, все это подтверждается документально, даже документами из суда, потому что во время дела к Кеше очень много документов сливалось, и Кэти Перри допрашивалась даже, есть стенография ее допроса, где она подтверждает, что у нее с Люком никогда не было никаких контрактов, и все время она работала с ним по своей личной воле. Поэтому если вдруг сюда попал, например, какой-то поклонник Кэти Перри, который хочет в очередной раз что-то соврать или напомнить о других артистах, которые работают с доктором Люком. Во-первых, спасибо, не надо, я вас просто заблокирую, это никого не тронет, меня тоже, ваши комментарии, потому что я считаю, что это ниже моего достоинства вести с вами диалог и как-то разговаривать, но просто напомню, что, по сути, единственный артист, которому сейчас прощается работа с доктором Люком. Это Дожа Кэт, которая подписала с ним контракт еще до того, как Кеша подала на него в суд, и, к сожалению, Дожа Кэт не может выбраться из этого контракта, то есть она просто не потянет даже сумму неустойки, если вдруг даже согласится на нее доктор Люк, и, соответственно, из-за того, что она на его продюсерском центре, он просто вписывается в кредиты ее песен, хотя Дожа Кэт рассказывал, что он над ними, по сути, не работает. Точно так же я хочу напомнить об артистах, которые точно так же опозорили себя, свою репутацию, опустились ниже плинтуса, которые сами по своей воле в последние несколько лет работали с доктором Люком, то есть поддерживали насильника. Это Ники Минаж, это Кид Ларой, это Ким Петрос, это Латто, это Да Бэйби, Лил Дёрк и Савити. Также многие защитники Кэти Перри почему-то приплетали к этому The Weeknd и Сизу, которые были просто приглашенными гостями на песнях Дожи Кэт. Соответственно, из-за того, что эта песня Дожи Кэт, просто вписан туда в кредиты доктор Люк, они с ним, естественно, не работали. Но просто хочется еще раз подметить, что мне очень жаль, что у вас настолько не хватает разума, или вы настолько чем-то обижены по жизни, или что-то у вас так сильно не сложилось, что вы абсолютно осознанно поддерживаете насильника и поддерживаете человека, который поддерживает насильника, и это все, что я хочу сказать на эту тему, и ни с кем не буду я не вступать ни в один дискурс, вы можете сюда там написать какие-то комментарии, еще что угодно, меня это никак не тронет, других людей тоже, потому что они их просто не увидят. Но вот я сейчас все это озвучил, почему мы тут и почему этот ролик называется «Рецензия на новый альбом Кэти Перри». Потому что Кэти Перри — это еще и певица, которую мы все прекрасно знаем, ее расцвет пришелся на мои подростковые годы, и, конечно же, в каких-то моментах ее музыка для меня очень много значила, переплеталась с какими-то моими жизненными моментами, альбом Teenage Dream, я думаю, для всех, у кого плюс-минус мой возраст, все прекрасно знают, насколько он был просто везде, насколько все его очень любили, насколько хиты с этого альбома подарили много потрясающих моментов, и мне на самом деле интересно посмотреть, что же такого на альбоме 143, что Кэти Перри добровольно, абсолютно осознанно пошла на работу с насильником. Поэтому я делаю рецензию на этот альбом. И так как я занимаюсь рецензиями более-менее профессионально, то все вот то, что я говорил сейчас про этот альбом, я
отбрасываю и не беру в учет того, что я буду сейчас говорить об этой пластинке, о ее качестве и оценке, которую я поставлю этой пластинке, потому что так делают профессионалы, в этом суть ревью, и если бы я просто опирался сейчас на все то, что я сказал, конечно, там, ну, этот альбом в целом тогда не заслуживает никакой вообще оценки, но, как говорится, в последний раз, скорее всего, поговорим о том, что сделала Кэти Перри на своем последнем альбоме 143. Открывает пластинку лид-сингл под названием Woman's World. И, ну боже мой, ну что за открытие. Мне кажется, лучше этот альбом не символизирует ни одна песня, потому что более фейковые, более пластмассовые песни найти трудно. Вот это, вы знаете, песни empowerment, в которой поющий и создающий эту песню не верят ни в одно слово, потому что просто пытаются попасть в какую-то повестку, которую они там где-то слышали, что-то понимали, только вот в их понимании эта повестка где-то на уровне развития года 2010-го. И честно казалось, что хуже, чем это, быть уже ничего не может. И такой была моя мысль на первой песне во время прослушивания этого альбома, но кто же знал, что дальше ждут намного более интересные сюрпризы. И буквально следующим интересным сюрпризом это вторая композиция Give Me с 21 Savage. Спасибо, что Абба тут ни при чем. Вообще никак не участвовала в этой композиции, но не спасибо, что мне пришлось послушать трэп-поп от Кэти Перри и 21 Savage, который, что он вообще, забыл на этой песне, и учитывая, что он в целом может из себя выдавать интересные куплеты, тут он что-то такое невнятное, что-то такое странное прочитал, что просто как бы вот вопрос, а что ты тут забыл? На этой песне трэп-биты и вот это вот, знаете, баблгамная синти-попса сочетаются примерно так же вкусно, как нутелла с куском селедки. Это немножечко напоминает, вот знаете, сон в бреду человека, у которого случайно на разных устройствах включились разные песни. И чтобы никто не расслаблялся, третьей композицией Gorgeous Feat с моей самой любимой артисткой, это Ким Петрос. Если вдруг что, это сарказм. В целом, это могло бы быть вполне себе сольной песней Ким Петрос, и это все, что говорит о ее качестве. Композиция номер 4 I'm His Mine с Deutsche, которая тоже не знаю, каким чудом оказалась на этом альбоме. Итак, минутка прозы от Кэти Перри. I'm his boss. I'm his bitch. I'm every woman he knows exists. I'm his main. I'm his side. I'm every woman that's in his mind. La-da-dee, la-da-da. La-da-dee, la-da-da. I'm his mine. Бедная песня Gypsy Woman, которая никому ничего плохого не сделала. При всей попытке быть overly sexual, эта песня настолько мертвая, что мне кажется, что если ее включить, секс пропадет даже в борделе. Следующая композиция Crush, из постприпева этой песни хочется немножко выйти в окно, потому что это вторая песня подряд, где нас встречают потрясающие строчки «Ладади, ладада». Очень весело, очень креативно. Это, конечно, можно с натяжкой назвать какой-то вот фоновой музыкой для торгового центра или то, что ставят в лифте. Ну, если честно, тоже не хотелось бы такое услышать даже в лифте. Песня Lifetimes, шестая, ничем не отличается от композиции Crush. Но эта песня хотя бы просто никакая, а не какая-то там оскорбительная, что в начале альбома встречалась на каждой песне. Седьмая, All the Love, может быть, лет 11 назад, и то... Не факт, что она бы себя хоть как-то показала в контексте других более успешных и более интересных EDM-треков, да даже самой песен, между самими песнями Кэти Перри она бы потерялась. Песня Nirvana, это просто хочется спросить, не знаю, Инна, это ты, или кто угодно с восточноевропейской поп-сцены десятых, в чем суть, в чем прикол, кому это надо сейчас? Artificial с JID, JID. У меня вопросы к Джиду. JID. Каким образом ты выбираешь коллаборации? Imagine Dragons, Machine Gun Kelly, Кэти Перри. При этом дебютник, последний альбом, который выходил, очень неплохой. Ну, в чем суть? Потому что все три фита, и все ужасные. Эта песня Artificial звучит примерно так, как вы себе представляете что-то, что звучит под названием Artificial. Вот так оно и есть.
Песня Truth, которая тоже абсолютно ни о чем, похожа на все то, что мы уже слушали. Скучно очень, хотя я стараюсь не использовать это слово в рецензиях, но тут оно максимально подходит. И заключающая композиция Wonder, наверное, единственная, к которой можно применить слово «слушабельное». Да, бать с дочкой, чтобы расчувствовались там какие-нибудь мамочки, которые, возможно, включат этот альбом, которые посчитают, что Sexy, Confident, So Intelligent — это Superwoman Empowerment. И да, при том, что эта песня слушабельная, хорошая, ее это тоже не делает. Но это, по крайней мере, наверное, самое безобидное, что присутствует на этом альбоме. И, кстати, угадайте, какую из всех этих песен не делал доктор Люк? Да, именно вот эту. И, если честно, это абсолютно все, что можно сказать по композициям, потому что ни одна из них ничего из себя не представляет, точно так же, как они складываются абсолютно в этот альбом. Поэтому сразу перехожу к выводам, что хочется сказать. Этот альбом дегенерат. Альбомный дегенерат от и до. В этом альбоме нет ничего, он пустой, в нем нет идеи, в нем нет креатива, в нем нет ни одной интересной заложенной идеи и хотя бы представления того, что артист хочет делать, потому что этот альбом слушается так, как будто Кэти Перри пришла и просто попросила искусственный интеллект быстренько слотать альбом про любовь, танцы и женский empowerment, чтобы, знаете, зашло самым непривередливым слушателям, которые могли бы включить Кэти Перри по старой памяти. Это звучит как пережиток прошлого, полное отсутствие какого-либо артистизма, и такое чувство, что всем, кто работал над этим альбомом, было абсолютно все равно, ну, либо действительно, потому что, ну, учитывая, что Кэти Перри большой артист на лейбле Capital, которая рискнула всем, чтобы поработать с продюсером, который подарил ей главные хиты на карьере, и они сделали это полное отсутствие идей, видения. И вообще, на самом деле, этот альбом как будто расставляет все точки над и показывает, что Кэти Перри не что иное, как абсолютно пустой поп-продукт. Она всегда им была, просто раньше она была успешным поп-продуктом. А когда идеи заканчиваются или образ перестает работать, а они не понимают, как измениться, она не понимает, как измениться, она не считывает тренды, она живет вот до сих пор где-то в своем другом мире, где она выпускала бабл-поп и всем заходила. И я при этом, как поклонник поп-музыки, я нахожусь в абсолютном адеквате, и я не требую от обычных родийных поп-артистов какой-то шекспировской глубины, или там, не знаю, поп-танцевальной музыки уровня Бетховена. Нет. Но когда ты делаешь хорошо обычную танцевальную музыку без претензий там на гениальность или на какие-то супер подтексты, ты можешь посмотреть на много других современных артистов, которые с этим справляются отлично, как хороший пример Дуа Липа. Но выпускать то, что выпустила Кэти Перри, честно, это просто оскорбительно для любого слушателя, у которого что-то есть в голове. Потому что на данный момент Кэти Перри как будто попыталась на этом альбоме поиграть в Меган Трейнер. Причем очень неудачно и очень провально. И сравнивая с Меган Трейнер, которую я, если вы смотрите мой канал, то вы знаете, у меня к ней очень особое чувство. И сколько она уже раз попадала в топы моих худших альбомов, я даже не знаю. Но Кэти Перри в данном виде выглядит как жалкая попытка на Меган Трейнер. Потому что знаете, в чем разница? Меган Трейнер выпускает кринжовую попсу для мамочек там за 30, за 40, но при этом Меган Трейнер прекрасно понимает, что она выпускает кринжовую попсу для мамочек за 30 или 40. И когда дело доходит до прослушивания, например, ее альбома на оценку, когда я это делаю всегда в конце года, если она что-то выпускает, то я прихожу, слушаю, мне смешно с ее попыток, я понимаю, что это просто смешно, забавно и очень плохо, она тоже это прекрасно с ее стороны понимает, и мы прекрасно расходимся в своих мнениях, и все хорошо. При этом Кэти Перри, она этого не понимает, она считает, что она по-прежнему поп-гигант, которая способна там двигать с собой, не знаю, чарты, и ведет себя по-прежнему точно так же, и при этом настолько оскорбительно подходит к созданию своей музыки, к темам, к тем людям, которых она привлекает к этому, что это просто выглядит жалко и очень плохо. И мне, честно признаюсь, мне ее абсолютно не жаль, она заслуживает всего того, что сейчас с ней происходит, и я буду одним из тех, кто кинет дополнительный камень в ее огород, потому что данная пластинка, данная работа —
Это настолько плохо, насколько может быть в рамках вообще современности, а особенно от такого артиста, как Кэти Перри, с ее ресурсами, с ее деньгами, с ее возможностями, тому, кого она может привлекать к своим проектам, к тому, что она недавно продала свой каталог, и у нее состояние уже более 500 миллионов долларов. Ей не нужны настолько жалкие, ужасные попытки, там, не знаю, пытаться вернуться к прошлому или вернуть какое-то свое влияние, потому что его уже никогда не будет, потому что в Кэти Перри нету того артистического таланта, чтобы двигаться куда-то дальше, развиваться, расти со своим слушателем. Кэти Перри всегда будет артисткой из десятых, которая стреляла из сисек этим сбитыми сливками и пела песни про подростковую любовь. Да, она пыталась расти, например, с альбомом Witness, и, честно признаюсь, это была неплохая попытка. Я, например, считаю, что песня Chain to the Rhythm великолепная, потрясающая, но как только ее приняли чуть хуже, чем то, к чему она привыкла, хотя по-прежнему хорошо приняли песню, она тут же струсила и поняла, что она не готова ни к чему такому, и она не может выдать ничего больше, и поэтому она возвращалась к такому звучанию, как были на альбоме Smile, и то, что она выпустила сейчас на альбоме 143. Ужас, позорище и кошмар. И правда, огромные вопросы к тем, кто будет по-прежнему защищать эту музыку. Их, конечно, дело, но... И беря во внимание все то, что я сказал по наполнению данного альбома, опять же, забываем то, что я говорил в начале, оно не относится к моей именно оценке альбома, потому что я прям конкретно в рецензии опираюсь только на музыку. По моим выводам с этого альбома, с этих 11 песен, я ставлю альбому от Кэти Перри 143 оценку 2.0 из 10. Это просто для меня, наверное, самый низ, просто за то, что пришла, скажем так, наверное, полбалла, даже, может, 0,7 баллов за последнюю композицию Wonder, еще там 0,3 за что-то из разряда там Lifetimes, например. И закончить хочется просто тем, что сказать, что Кэти Перри по-прежнему живет в 2012 году, где культура отмены еще не существует, а люди слушают то, что им скажут. Только вот мир вокруг очень сильно поменялся, а Кэти Перри этого не заметила. У меня на этом все. Всем большое спасибо за просмотр данного ролика. Обязательно пишите в комментариях, как вам новый альбом Кэти Перри. Будете ли вы вообще его слушать? Потому что, опять же, напоминаю, я не советую. Вы просто потратите полчаса своей жизни, честно, ни на что. Лучше в тишине посидеть полчаса, если честно, более продуктивно будет. Но если вдруг слушали, напишите, как вам, если вы послушали только мое ревью и не хотите слушать альбом, огромный вам респект, просто напишите, что вы думаете о всей этой ситуации, как вам траектория развития Кэти Перри, то, к чему она пришла и пала. Не забывайте поддерживать ролик, это все тоже очень важно, чтобы мы как-то развивались все вместе. А у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.